Продолжаем курс изучения болгарского языка и напоминаем, что теорию видеокурса вы сможете закрепить на практике с помощью упражнений, значительная часть которых находится на нашем сайте в открытом доступе. Желающие пройти более интенсивное обучение смогут приобрести полный курс упражнений, а также дополнить его занятиями по скайпу с нашими опытными преподавателями, носителями языка. Краткие винительные формы. Эта грамматическая конструкция, в отличие от полной формы, отсутствует в русском языке. Поэтому, чтобы сохранить логическую связь, сначала познакомимся с полной формой, а уже от нее перейдем к краткой. Очень простое предложение. Аз питам Мария. Или лучше еще короче, питам Мария. Мы знаем, что питам переходный глагол, следовательно, дополнение Мария, пряко, винительно, дополнение. Прямое винительное дополнение. И оно может быть заменено винительным местоимением нея. Аз питам нея. Я спрашиваю ее. Оказывается, сокращать можно и дальше. Нея можно уменьшить до одного лишь я. Таким образом, фраза «я ее спрашиваю» превратилась в совсем нелогичную для русского уха «питам я». Еще пример. Представим себе, что мы играем в прятки. Къде съм аз? Где я? Няма мене. Нет меня. Или краткая форма няма ме. Это для отрицания. Утверждение будет звучать «это ме» или дословно «вот меня». Но, разумеется, мы так не скажем, мы скажем «вот он я». И так далее для всех остальных участников игры. Няма тебе, него, нея, него, нас, вас, тях. И краткие формы. Няма те, го, я, го, ни, ви, ги. И также для утвердительного варианта. Как уже говорилось ранее, этой грамматической конструкции кратких винительных форм нет в русском языке. Поэтому крайне важно довести знание этого правила до автоматизма, чтобы потом не спотыкаться каждый раз на одном и том же месте. Что совершенно несложно, если хотя бы пару раз в день брать таблицу из предыдущего экрана и подставлять в нее все, что мы видим вокруг. От къде съм аз, ето ме, няма ме, до къде са те, например, къде са якета, ето ги, няма ги, ну и так далее. Далее мы узнаем несколько новых прилагательных, а заодно и познакомимся с их склонением. Имена прилагательные, так же как и в русском, меняются по родам и числам. Светлый – светл, светла, светло, светли. Темный – тымен, тымна, тымно, тымни. Тихий – тих, тихо, тихо, тихи. Шумный – шумен, шумно, шумно, шумни. Обратите внимание, что «ы» в окончании «ыл» и в окончании «н» появляется только в мужском роде единственного числа и исчезает в остальных случаях. Новый, нов, нова, ново, нови. Старый, стара, старо, стари. Дорогой, скып, скыпа, скыпо, скыпи. Дешевый, эфтин, эфтина, эфтино, эфтини. Рассмотрим примеры. Новое ли это пальто? Существительное пальто среднего рода и здесь находится в единственном числе, поэтому прилагательное будет ново. Ново ли это пальто? Новое ли это пальто? Не. То не ново. Нет, оно не новое. Эта учительница не любит шумных учеников. Ученицы здесь множественное от слова ученик, помним, к переходит в ци, поэтому прилагательное шумен используется во множественном числе шумни. Учительката не обича шумни ученицы. Эта учительница не любит шумных учеников. Ну, как, впрочем, все учительницы. Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangeschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день! До виждане!